Мужчины, здравствуйте! Всех приветствую у себя в гостях. Меня зовут Алла. И сегодня давайте посмотрим, какая женщина не может без вас. Кто не может вас забыть и почему. Для тех, кто в ссоре, для тех, кто в паузе, для тех, кто сейчас расстался, давайте посмотрим, что покажут карты. Напоминаю, что расклад общий, это не личное гадание, поэтому у кого-то будет резонировать информация, у кого-то нет. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и выбирайте свой вариант. Это будет первый вариант, это будет второй. Итак, единички открываем и смотрим. Паж жезлов. Так, что между вами на сейчас? Разочарование. Вы сейчас вообще в каких отношениях? Что происходит? Ну, вы сейчас расстались. Вы сейчас расстались, и вы как будто до конца еще не осознали, что вы расстались. Знаете, такое ощущение, что вы или совсем недавно расстались, или вы уже расстались, скажем так, в приличный срок, но, как говорится, не дошло. Вы знаете, как информация вас еще не догнала про то, что вы уже не вместе. Здесь были очень сильные чувства. Здесь было очень много и страсти, и вовлеченности, и влюбленности. Так, а что ж тут произошло? Такое хорошее начало. Что-то тут так все пошло в раскосяк. Так, знаете, о чем здесь речь? О том, что ваши отношения настолько хорошо пошли в начале, вот, знаете, как стрелка, которая просто вот взлетела вверх. Это какая-то, может быть, не к месту, но вот у меня что-то такая ассоциация, знаете, как эти акции. Вот акции на аукционах, вот они иногда взлетают вверх, и все так сразу радуются, типа ура, пошло, а потом резко все это обваливается, и все такие, блин, как так может быть, ведь они так хорошо пошли вверх, такой хороший был старт. Вы знаете, когда все слишком хорошо, вот с самого начала, и причем очень быстро и очень резко, на самом деле это должно настораживать, потому что это крайне редко бывает по-настоящему. Да, бывает, когда любящие души по прошлым воплощениям встретились в нынешнем воплощении и узнали друг друга. И возникает сразу любовь, и люди сразу готовы хоть завтра уже идти жениться, создавать семью и быть навсегда вместе. Но, ребят, это бывает 2%, я думаю, даже меньше, 1,5% из 100. Все остальное это либо страсть, гормоны, либо какая-то манипуляция, либо какая-то игра, либо человек вам для чего-то вешает лапшу на уши, чтобы что-то от вас получить. Но не бывает так, чтобы, знаете, вот прям сразу, вот резко, бац, и все чудесно. Сразу бац, и все, мы с тобой женимся, все прекрасно. Ну, то есть вот такое ощущение, знаете, что кто-то из вас, либо вы вдвоем даже, ну, хотя я сомневаюсь, что женщина здесь так думала, скорее вы тут так думали. Женщина здесь себе тоже нафантазировала какие-то сказочные отношения. И по факту, когда вы оба здесь уже настроились на то, что вот все супер, все классно, вот все идеально, вот тут-то и начались как раз, как их так назвать, качели. Вот тут-то как раз и начались проблемы, потому что кто-то из вас, посмотрите, 10 мечей, 6 мечей, 6 пентаклей. Знаете, у меня такое ощущение, что здесь вы вдвоем ожидали, что отношения настолько классные, что можно вообще вот просто, грубо говоря, плыть по течению, радоваться тому, что есть, и просто пользоваться этими отношениями. Но что-то пошло не так в этих отношениях. Здесь женщина как-то такая, знаете, начала предъявлять вам претензии по поводу этих отношений. Здесь вот этот старт, который начался, она себе дальше докрутила в голове и нарисовала непонятно что. Может быть, вы очень красиво ухаживали за ней. Ну, например, там кто-то водил девушку в рестораны, дарил цветы, возил на моря, там покупал какие-то
подарки красивые или дорогие. Ну, то есть девушка здесь почему-то решила, что вот если вы так ухаживаете, или, может быть, пусть это были не подарки, но, например, вы там каждое утро звонили, там, желали ей доброе утро, каждый вечер там звонили ей, писали смс «Спокойной ночи, малышка», «Зайка», там вот что-то в таком формате, или там целый день вы были в переписке, вы общались, вы друг другу делились какими-то, скажем, своими там жизненными вещами, то есть, ну, как-то вот у вас так все близко как-то пошло эмоционально, что женщина здесь почему-то решила, что все, это отношения, это вот прям мечта из самых смелых мечт. Здесь женщина решила, что вот у вас все уже отношения в кармане. И вот когда она здесь начала понимать, что не все так на самом деле гладко, как она себе нарисовала, вот здесь все, ваша вот эта хрустальная лестница, она просто начала рушиться. Здесь такое ощущение, что, смотрите, здесь еще вмешались какие-то люди, которые начали ей рассказывать о том, что она слишком фантазирует по поводу вас. Это могли быть родители, у кого-то отыграются, у кого-то это отыграются просто родственники, брат, сестра, племянница, тетка и так далее. У кого-то могут отыграться как друзья близкие, ну, то есть какие-то близкие люди. И эти люди здесь, знаете, такое ощущение, что вот они задавали вопросы, типа, а почему ты решила, что у вас так все классно? А почему ты ему там так доверяешь? Или а почему ты вот считаешь, что вот если так быстро, то это хорошо? Ну, то есть вот что-то вот в таком формате здесь было. И она потом сама начала обращать внимание, что вот ты так резко все начал, а дальше как бы никаких действий не было. А что ты, подождите, а что ты вообще вот себе нарисовала? Рыцарь чаш, королева чаш. Ну, смотрите, здесь женщина себе нарисовала, что вы тут прям без нее, ну, условно, да, жить не можете, вот она для вас на первом месте, что вы здесь можете ей во всем помогать, решать какие-то проблемы. Здесь не обязательно про финансы речь. Здесь про то, что, знаете, как бы здесь такая девочка, женщина, имеется в виду психологический возраст, такой, неважно, сколько ей лет в паспорте, но психологический возраст здесь такой, что, ну, типа, любовь для нее это когда мужчина показывает действиями, там что-то сломалось, он примчался, это сделал, появились какие-то там проблемы, он дал ей денег, или там вызвал мастера, или он там прибежал с конца города, встретил ее там с какого-то мероприятия, либо там она откуда-то прилетела, он там вот все сделал, там праздник какой-то ей организовал. Ну, знаете, вот как папа, который вот очень сильно любит дочку, и вот он ее там балует как бы в меру своих возможностей. Вот она что-то себе плюс-минус вот так нарисовала. По факту потом, видимо, начались какие-то уже реалии в ваших отношениях, и вот как-то все это, знаете, как в сказке про Золушку, в 12 ночи карета превратилась в тыкву. Но она настолько как бы все-таки себе эту сказку нарисовала, что она до сих пор не может понять, что этой сказки на самом деле нет, что все это как бы было ей выдумано. То есть на самом деле здесь человек какой-то сейчас такой депрессивной, скажем, энергии находится, она пока еще не отошла от того, что отношения закончились, от того, что как бы вы тут ничего делать не собираетесь, и вот как бы пока что я могу назвать вот это состояние состоянием шока. То есть она пока не в состоянии ни думать, ни что-либо делать в ваш адрес. Так, двоечки, идем дальше. Паж Пентаклей. У кого не отыгрался первый вариант, переходите на второй вариант. Кто не подписался, подписываемся, не забываем, ставим лайки. И смотрим второй вариант. Что здесь за ситуация? Какие отношения во втором варианте? Как женщина к вам относится? Чего она хочет? И, в принципе, какой формат отношений между вами на сейчас? Так, ну что могу сказать? Здесь показан портрет барышни, неважно сколько ей лет, которая это не про любовь.
которая себе искала скорее мужчину. Ну, ей так казалось, что любовь — это когда человек вот как бы готов, хочет, стремится нести полностью ответственность за жизнь другого человека. На самом деле каждый несет ответственность исключительно только за свою жизнь. Конечно, мы можем как-то помогать другому человеку, если мы хотим сами этого делать. Но во втором варианте здесь барышня, но она, как знаете, вот на момент вашего знакомства такое ощущение, что она нуждалась. Не то, что вот она хотела, она именно нуждалась. То есть здесь из энергии нужды барышня заходила в эти отношения. А в чем-то нуждалась. Знаете, к сожалению, здесь женщина, которая хотела через эти отношения стать, ну хотя, слушайте, сейчас, наверное, поголовно такая проблема у большинства людей, когда люди заходят в отношения не для того, чтобы чем-то делиться, а для того, чтобы что-то брать. И я вот сколько смотрю, например, на личных раскладах, когда ко мне выходят мужчины, женщины, и вот у многих проскакивает вот такая вещь, что «а я думала» или «я там хотел», чтобы я там благодаря своему партнеру стал счастливым человеком, или там, чтобы я благодаря своему партнеру там реализовалась, или чтобы я благодаря этой женщине почувствовал себя мужчиной, или почувствовал себя вдохновленным. Ребят, это не работает. Это работает на какой-то очень короткий промежуток времени. Человек должен сам себя уметь вдохновлять. Человек должен уметь сам быть счастливым, радостным, вдохновленным. А партнер, он уже как добавляет, но это не есть первоисточник. То есть если вы сами не умеете себе это состояние формировать, если вы сами не ресурсный, то второй человек, он вам ничего не даст. То, что он вам будет давать, это будет проваливаться как в какую-то огромную черную дыру. Понимаете? И вот второй вариант, он именно вот о таких отношениях, что здесь женщина от вас ожидала, знаете, вот она как бы пришла с какой-то психологической травмой, когда человек хотел, чтобы вот ей закрывали какие-то потребности в любви, в уважении, в признании. Так, а у вас как тут было? Как тут у мужчины было? Да, собственно говоря, вы тоже тут здесь рассчитывали на то, что вот эти отношения, они вам дадут какой-то статус, что вы как-то повзрослеете, помудреете, что у вас появится статус у кого-то мужа, у кого-то появится статус, что вот такая женщина рядом со мной, типа вот я теперь себя буду чувствовать по-другому. То есть, ребят, здесь очень много эгоизма, здесь не про любовь, понимаете, ни со стороны мужчин, ни со стороны женщин. Здесь больше про какое-то, знаете, закрывание своих эмоциональных дыр, которые человек не может сам себе вот как бы залатать. Человек здесь ищет в своем партнере, что вот ты меня должен сделать счастливым, удовлетворенным, там, радостным, изобильным, там, женственным или там, мужественным. То есть тут вот какие-то претензии про то, что вот как бы ты мне должен, а вы тоже там, а ты мне должна. Здесь какой-то, знаете, как базар, рыночный такой какой-то торг, что вот ты мне должен вот это, а вы будете думать, что ты мне вот это должна. У кого-то это будет секс, у кого-то это будут деньги, у кого-то тут будут какие-то эмоциональные состояния, что вот я-то тут рассчитывала, что вот ты-то вот тот человек, с которым поет сердце, там, тот человек, вот рядом с которым мне хочется дышать глубоко и жить, и я свечусь от счастья, а тут оказывается, что вот прошло полгода, и все, и как бы ты мне уже не даешь вот этого солнечного света и тепла, и я опять вернулась вот в то состояние, которое было до тебя. И вот тут какие-то начинаются уже обиды, какие-то начинаются претензии, типа я-то думала, а оказалось-то вообще все не так. Хорошо, а почему ты не можешь этого мужчину забыть? Ну, потому что вы как бы давали ей какие-то состояния. Туз Пентаклей — это не только про деньги, это, в принципе, про ресурсы. Вы здесь могли давать, знаете, как бы эмоциональное состояние подъема, вы здесь могли давать энергию, радость, состояние полета, когда хочется жить, петь, хочется, не знаю, там, парить в облаках, а тут бац, и на тебе. И вы этот ресурс забрали. Потом женщина здесь не может до сих пор, знаете, как прийти в себя от того, что этого ресурса больше в ее жизни нет.
она это не может забыть. А чувства у тебя остались? Да, чувства остались. Но, ребят, это не любовь. Здесь была больше страсть, влюбленность, увлеченность, но это все-таки не про любовь и не про какие-то перспективы. Ну, я думаю, что двойки, скорее всего, уже расстались, и вы так ради любопытства, скорее всего, зашли посмотреть второй вариант, потому что здесь уже расклад показывает больше как то, что эти отношения остались в прошлом, и вы оба, как, знаете, типа зализываете раны эмоциональные после того, как эти отношения закончились. Даже если здесь у кого-то пауза, то все равно эта пауза приведет к точке. Здесь не будет каких-то таких, знаете, как бы сказать, когда из потребительства потом эти отношения переросли в любовь. Это уже из зоны фантастики. Напомню, что это был общий расклад, поэтому не обязательно он должен отыгрываться у всех. Это не личное гадание, поэтому у кого резонируют мои расклады и вам нужна помощь, обращайтесь ко мне за личной консультацией. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, лавки. И у кого отыгрались расклады, информация, отпишитесь в комментариях. На этом всем хороших выходных и всем пока.